Здравствуйте, дорогие мои, любимые мои! Я очень рада приветствовать вас сегодня в нашей домашней такой обстановке. Убедительно сразу прошу вас всех, сидите дома. Но сидите дома, это не значит ничего не делайте. Наш кружок, веселый кружок, который я веду в городском парке культуры и отдыха, на некоторое время переехал ко мне домой. И сегодня мой видеоурок будет посвящен всем тем, кто еще не умеет вязать. Я хотела бы сегодня вам дать те азы, с которых все начинается. Сегодня я вам расскажу о различных пряжах, о различных крючках. То есть они все одинаковые, но у них разный размер. Мы с вами сегодня научимся, как подбирать пряжу к крючку, ну или наоборот, крючок к пряже. Научимся с вами вязать самые простые петли. Я покажу обязательно вам, как они изображаются схематически, для того, чтобы потом вы вполне себе могли позволить взять схему и легко с ней разобраться и связать самые разнообразные изделия, которые только вы пожелаете. Ну что, приступим? Ну что, дорогие мои, для начала я расскажу вам, какие бывают крючки. Крючки бывают самые разные, именно размеры от 0,1 и до больших крючков. Но с учетом того, что вязание крючком является более такими ажурными изделиями, из него создаются, поэтому я предлагаю на сегодняшний наш видео и урок выбрать крючок номер 2,5. Здесь у меня представлен крючок под номером 5. Вы можете рассмотреть величину его. Номер 2,5. Вот этот номер 2. Номер 1,5 и номер 1. Видите? Все они различны по своему размеру. Этот размер мы должны правильно подобрать к пряже. Это очень значимое. Поэтому, когда вы берете пряжу, любую, абсолютно любую, то вот здесь, скажем, на этой пряже представлена вот такая схема. Производитель данной пряжи предлагает вязать изделие крючком 2,5. Вот еще пряжа. Хотелось бы заметить, что вот эта пряжа шелковая. Хотелось бы просто вам посоветовать, чтобы вы сразу не начинали вязать шелковой пряжей. Это достаточно сложно для новичков, но потом вполне себе можете позволить. Вот, скажем, вот такое изделие, это топик, я связала из такой шелковой пряжи. По поводу схем сейчас попозже расскажу. Здесь все очень просто. Вот такая пряжа, она называется вискоза. Вискоза состоит из хлопка, шерсти и шелка. Пряжа вот такая. Это чистая шерсть. Хотелось бы сразу заметить, что шерстью и натуральным хлопком вязать гораздо легче. Поэтому именно сегодня я призываю вас взять вот такую вот пряжу. Во-первых, с учетом того, что она желтая, вам будет хорошо видно, как происходит набор петель. Она не тонкая, вам будет четко понятно, как я действую. И для вот этой вот пряжи мы возьмем крючок, ну, скажем, 2,5 или 3. Давайте, наверное, 3. Самое главное – это начало. Первую петлю все делают по-разному, но
Я в свое время для себя сделала определенный вывод, что самое удобное это сделать вот так. Смотрите сюда внимательно. Мы перехлестываем, захватываем ниточку. Вот такая вот у нас происходит петелька. И эту петельку мы насаживаем на крючок. Самая первая петля. Все вязание крючком состоит из разных петель. Петли бывают для начала первые. Самые петли это воздушные петли. Посмотрите внимательно, как я это делаю. Внимательно наблюдайте за моими руками. Воздушные петли. Крючок все держат по-разному, как им удобно. Лично я держу его не так, как обычно показывают на видео, но потому что мне удобно так. Так же, как и авторучку. Все держат по-разному. Всегда свободный край нашей пряжи держим в левой руке. Правой же рукой свободный край и конец. Делаем именно вот так. Свободным край мы провязываем. Провязываем воздушная петля. Что есть воздушная петля? Это захватываем ниточку, продеваем ее вот сюда, и вот она у нас образовалась воздушная петля. И продолжаем. Внимательно наблюдайте за мной. Я специально буду делать это медленно, чтобы вы поняли. Захватываем ниточку, хватаем ее крючком, продеваем и провязываем. Захватываем ниточку, продеваем и провязываем. Захватываем, продеваем, провязываем. Захватываем, продеваем, провязываем. Давайте еще раз покажу. Хватаем снизу ее, снизу хватаем, захватываем крючком и продеваем вот сюда. Это у нас называется воздушные петельки. При наличии того, что мы сейчас сделали, мы сделали несколько воздушных петелек. Любое изделие начинается с набора воздушными петлями. И сейчас схематично я хочу вам показать, как воздушная петля изображается обычно на схемах. Вот таким кружочком. Прошу вас отметить для себя именно схематичное ее изображение. И подпишу воздушная петля. Сейчас я хотела бы вам показать, как вяжутся столбики. Есть столбики с накидом, с двумя накидами, с тремя накидами и так далее. То есть все вязание состоит из столбиков с накидами. Существуют в дальнейшем разнообразные такие более сложные схемы, как пико и так далее. Но сегодня, с учетом того, что это наш с вами первый видеоурок, я начинаю с азов. Внимание, смотрите, как провязывается обычный столбик. Мы с вами находим середину, вот так, находим середину. То есть там сзади перед нами остается одна петля, а две здесь перед вами. Захватываем ниточку и провязываем. Так иногда происходит с крючками, но это не очень страшно. Вот, провязали. Сейчас я приведу в порядок наш крючок. Так, провязали обычный столбик. И идем дальше. Опять продеваем наш крючок в середину, скажем так, нашей косички. Захватываем петельку и провязываем 2 петли. Проделываем это до конца нашего изделия. Смотрите внимательно. Я вставляю крючок в середину косички, захватываю
свободный край и провязываю его. Продеваю, хватаю и провязываю. Продеваю, хватаю свободный край и провязываю. Продеваю в серединку, хватаю свободный край и провязываю. Делаю так до конца наших с вами набранных петелек. Все, я дошла до конца. Смотрите внимательно, что у нас получается после того, как мы с вами воздушные петельки набрали, затем провязали обычные столбики. Вот получается вот такая вот у нас с вами ситуация. Многие любят вязать крючком изделия, скажем, такие большие. Поэтому, чтобы они были большие и теплые, очень часто используются вот такие столбики. Для того, чтобы сделать следующий ряд, подняться сюда, каждый раз необходимо сделать петлю подъема. В данном случае мы сделаем с вами 3 петли подъема. Смотрите, 1, 2, 3. Сейчас объясню зачем. Это будет у нас для того, чтобы я показала вам, как вяжутся столбики с накидом. А пока я положу наше изделие и напишу вам, как обозначается столбик без накида схематично. Вот такая вот буковка Т. Столбик. Для того, чтобы вязать столбик с накидом, мы, как я до этого сказала, поднялись на 3 петли вверх. Это сделали 3 воздушных петли. Давайте я сейчас еще раз покажу вам, как у нас это произошло. То есть мы довязали обычные столбики. Вот так у нас осталась с вами 1 петля. Вот она, видите? Кстати, всегда вяжите, чтобы пряжа была свободная. Никогда не затягивайте сильно-сильно нитку. Я возвращаюсь к петлям подъема. Крючком делаю 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Смотрите, этими петлями подъема мы с вами поднимаем. Поэтому они так и называются, петля подъема. Обычно на схемах это изображается, ну, скажем, вот обычные столбики мы вязали с вами. Это вот как сейчас у нас было. Вот я сейчас вам зарисую схему, которая у нас с вами имеется. И сейчас вот мы провязали с вами воздушные петельки, вернулись обычными столбиками, и сюда мы делаем 3 петли подъема. Схематично это изображается вот так. Продолжаем. Чтобы сделать столбик с накидом, мы с вами накидываем. Вот, понимаете, столбик с накидами. Мы с вами накидываем на крючок. Вставляем крючок вот сюда, в серединку. Всегда это для вас будет косичка. Как вот здесь, видите, косичка. Захватываем. Вот видите, захватили. Давайте еще раз покажу. Вот мы в начале с вами. Мы накидываем, продеваем в серединку, захватываем и не просто провязываем 1 раз, как обычный столбик, а провязываем 1 и еще раз. Продолжаем. Накидываем. Вот сюда в серединку вводим крючок, захватываем и вот так вот провязываем. Накидываем, вставляем вот сюда в серединку, захватываем и провязываем 2 раза, не забывайте. Накидываем, вставляем вот сюда в серединку, захватываем крючком. Вот такой вот у вас должно получиться ситуация. Провязываем 1, провязываем 2.
накидываем, вставляем, провязываем раз, два. Еще раз накидываем, вот сюда вот в серединку вставляем, провязываем раз, два. И так делаем до самого конца. Накидываем, вставляем и провязываем. Внимание, смотрите, что у нас получается. Вот такая вот ситуация у нас с вами получается. Потом в изделии вот такая ситуация, специально вам вот сюда показываю образец, выглядит вот так. Вот, все данное изделие провязано столбиками с накидом. Туда-назад, туда-назад. Сейчас я вам покажу, как возвращаться столбиком с накидом. Для того, чтобы сделать несколько, скажем, как вот здесь, несколько таких рядов, все это очень индивидуально, потом выбирается так, как вам нужно. Чтобы сделать несколько таких рядов, мы вот здесь их сделано, смотрите, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вот здесь провязано 8 рядов с накидами. Всегда получается разный размер, в зависимости от того, какую вы выбрали пряжу. Ну и, соответственно, крючок. Сейчас для того, чтобы нам с вами провязать еще несколько рядков, мы опять же делаем 3 петли подъема. 2, 3. Видите, поднялись. И теперь мы с вами, если там мы вставляли в косичку наш крючок, то здесь для нас с вами уже открыты вот такие вот пробелы для нашего крючка. Накидываем, вставляем, провязываем. Накидываем, вставляем, провязываем. И продолжаем так до конца. Вопрос, почему я выбрала сегодня для нашего урока именно такую пряжу. Для новичков, еще раз повторяю, советую очень вязать хлопком, в зависимости от того, какое вы планируете изделие, если это летнее изделие. Если это изделие должно быть более теплым, значит вяжем из шерсти. Вот смотрите, вот что у нас получается. Видите? Если мы с вами сейчас сделаем еще один ряд, внимание, я сейчас быстренько провяжу, и вы обязательно увидите, что происходит, когда мы делаем несколько рядов петель с накидом. То есть мы туда-назад, туда-назад, туда-назад возвращаемся, и каждый раз обязательно провязываем самую последнюю петлю. Вам может показаться, что это не нужно, но если вы этого не будете делать, то ваше изделие в итоге будет уходить по диагонали. Чтобы оно оставалось прямым, вы должны провязывать, естественно, последнюю петельку каждый раз. Вот что у нас получается. Сейчас покажу вам, как это изображается на схеме. Столбик с накидом изображается вот так. Пишем столбик с накидом. Надеюсь, всем видно. Существуют столбики с 2 накидами, с 3 накидами, то есть разнообразные их размеры. Для того, чтобы сделать столбик с 2 накидами, для начала покажу вам, как он изображается схематически, пока мы с вами находимся на схеме. Столбик с 2 накидами изображается вот так. То есть с одним накидом 1 палочка, с 2 накидами 2 палочки. 3 палочки, соответственно, с 3 накидами. Прописываем столбик с
двумя накидами. Если в столбик с накидами мы с вами поднимались на 3 воздушных петелечки, как вы помните, да? То в столбике с двумя накидами мы должны будем подняться на 4 воздушные петелечки. Схематично это выглядит вот так. Теперь внимание на крючок. 1, 2, 3, 4. Делаем 2 накида. Смотрите, 1 накид так, 2 накида так. Вставляем сюда, провязываем 1, провязываем 2 и провязываем 3. Еще раз делаем 2 накида. Провязываем 1, провязываем 2, провязываем 3. 2 накида. 1, 2, 3. 2 накида. 1, 2, 3. 2 накида. 1, 2, 3. И продолжаем до конца. Смотрите, как сильно визуально будет отличаться столбик с двумя накидами на нашем изделии от столбика с одним накидом. Вот видите? Смотрите, он гораздо выше получается. То есть с одним накидом у нас он был ниже, с двумя накидами он получается гораздо выше. Давайте я провяжу еще раз с двумя накидами назад. Не забываем, что с двумя накидами поднимаемся на 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. Поднялись. 2 накида. Провязали 2 накида. Провязали 2 накида. Провязали. И продолжаем так до конца. И надеюсь, что когда карантин наш с вами закончится, я увижу всех вас, а также ваших друзей и знакомых в моем кружке под названием «Веселый кружок», который работает по субботам, ну, скажем так же, как и сегодня. Только в городском парке культуры и отдыха. Называется он «Веселый кружок». Руководитель его я, Ковалева Мария Александровна. Поэтому очень-очень жду вас всех. Если у кого-то будет не получаться на дому, но советую пробовать. Ведь сидеть дома не означает ничего не делать. Сидеть дома – это нужно обязательно развлекаться, как-то усовершенствоваться, учиться. В данном случае мы с вами сегодня прошли самые простые, самые азы вязания крючком. Я надеюсь, что это видео будет вам полезным, поэтому надеюсь увидеть вас в скором времени у себя в веселом кружке. Дорогие мои, и чуть не забыла сказать вам о том, что в следующем видеоуроке я научу вас вязать элементы. Очень люблю вязать элементами. Всегда это получается очень удачно. В следующем нашем видеоуроке я научу вас вязать вот такой вот квадратный цветочек, из которых потом легко сделать либо топ, либо платье, либо плед, либо скатерть, все что угодно. Как они будут соединяться и так далее, как они вяжутся, по какой схеме, все расскажу вам в следующем своем видеоуроке. И для того, чтобы мне понять, интересны ли вам мои видеоуроки, я попрошу вас обязательно прокомментировать данное видео. Ну, как обычно, поставить пальчики вверх. Класс! И если кому-то что-то непонятно, обязательно пишите. Буду очень ждать ваших комментариев. С вами была